Никогда не принимай эти 5 вещей ни от кого. Они приносят бедность и неудачу. Эта фраза может звучать как предостережение из древних времен, но на самом деле она содержит глубокую мудрость, актуальную и в наши дни. Буддийские инсайты, накопленные веками, раскрывают нам тайны энергетического мира, который незримо влияет на нашу жизнь. Сегодня мы поговорим о 5 предметах, которые могут принести в вашу жизнь негативную энергию, бедность и неудачу, если вы примете их от других людей. Наш мир полон энергии. Каждый предмет, каждый человек излучает определенные вибрации. Мы постоянно обмениваемся энергией с окружающим миром, даже не осознавая этого. Поэтому так важно быть внимательным к тому, что мы впускаем в свою жизнь. Особенно это касается вещей, которые мы принимаем от других людей. Представьте, что кто-то предлагает вам свою использованную зубную щетку. Скорее всего, вы откажетесь, ведь это слишком личный предмет. Но есть вещи, энергетическое влияние которых не так очевидно. Тем не менее, они могут нести в себе отпечаток чужих проблем, страхов и негативных переживаний. Принимая такие предметы, мы рискуем впустить в свою жизнь чужую карму и негативную энергию. Буддийская философия учит нас быть осознанными во всем, что мы делаем. Это касается и материального мира. Каждый предмет, который мы приобретаем или принимаем в дар, становится частью нашего энергетического поля. Поэтому так важно подходить к выбору вещей с мудростью и осознанностью. Сегодня мы рассмотрим 5 предметов, которые несут в себе особенно сильный энергетический заряд. Эти вещи могут показаться обычными и безобидными, но на самом деле они способны серьезно повлиять на нашу жизнь, принося бедность и неудачу. Знание об этих предметах поможет вам защитить свое энергетическое поле и сохранить гармонию в жизни. Первый предмет, о котором мы поговорим, это зеркало. Зеркала издавна считались мистическими объектами. В различных культурах им приписывали способность открывать порталы в другие миры, отражать душу человека, хранить воспоминания и энергию. С точки зрения энергетики, зеркало – это очень мощный предмет. Когда вы смотритесь в зеркало, происходит не просто отражение вашего физического облика. Зеркало взаимодействует с вашей энергией, отражая ваше внутреннее состояние. Теперь представьте, что это зеркало долгое время находилось в чужом доме. Оно впитало в себя энергию другой семьи, их эмоции, проблемы, конфликты. Принимая такое зеркало, вы рискуете принести в свой дом чужую энергетику. Особенно опасны старинные зеркала. За долгие годы они накапливают огромное количество информации и энергии. Это может быть как позитивная, так и негативная энергия. Проблема в том, что мы не можем знать наверняка, какую именно историю хранит в себе старое зеркало. Возможно, оно было свидетелем счастливых моментов и радостных событий. Но с таким же успехом оно могло впитать энергию ссор, болезней или даже трагических событий. Принимая в дар старое зеркало, вы рискуете принести в свою жизнь проблемы его прежних владельцев. Это может проявиться в виде необъяснимых конфликтов, финансовых трудностей или проблем со здоровьем. Энергия зеркала будет постоянно воздействовать на ваше подсознание, формируя негативные паттерны поведения и мышления. Кроме того, зеркала обладают свойством усиливать энергию. Если в доме есть негативная энергия, зеркало будет ее отражать и умножать. Поэтому так важно, чтобы зеркала в вашем доме были новыми и чистыми в энергетическом плане. Если вам все же приходится принять в дар зеркало, обязательно проведите его энергетическую чистку. Для этого можно использовать соль, святую воду или специальные ритуалы очищения. Лучше всего обратиться к специалисту по энергетике, который сможет правильно очистить зеркало и настроить его на вашу энергетику. Помните, что зеркало – это не просто предмет интерьера. Это мощный энергетический инструмент, который может как помочь вам в жизни, так и навредить. Выбирайте зеркало осознанно,
предпочитая новые изделия. Регулярно очищайте их энергетически, особенно после ссор или болезней в доме. Правильное обращение с зеркалами поможет вам сохранить гармонию в доме и защитить свое энергетическое поле. Второй предмет, о котором стоит поговорить, это соль. Казалось бы, что может быть обыденнее обычной поваренной соли. Мы используем ее каждый день, не задумываясь о ее свойствах. Однако с древних времен соль считалась священным веществом, обладающим мощными магическими свойствами. Соль обладает уникальной способностью впитывать и хранить энергию. Именно поэтому ее часто используют для очищения пространства от негативной энергии. Но эта же способность может сыграть с нами злую шутку, если мы примем соль от другого человека. Представьте ситуацию: кто-то предлагает вам соль, насыпая ее прямо в вашу ладонь. На первый взгляд, в этом нет ничего страшного. Однако в момент, когда человек касается соли, она впитывает его энергию. Все его эмоции, мысли, проблемы – все это передается соли. И если вы примете эту соль, вся эта энергия перейдет к вам. Казалось бы, что плохого может быть в том, чтобы принять щепотку соли от друга или коллеги. Однако мы никогда не можем быть уверены в том, какие энергетические проблемы есть у другого человека. Возможно, в момент передачи соли он находился в состоянии стресса, беспокойства или злости. Вся эта негативная энергия через соль может перейти к вам. Особенно опасно принимать соль от незнакомых людей. Мы не знаем их истории, их проблем, их кармы. Принимая соль от такого человека, мы рискуем принять на себя часть его негативной энергии или даже проклятия. В некоторых магических традициях существуют ритуалы, использующие соль для передачи негативной энергии или наведения порчи. Злоумышленник может намеренно зарядить соль негативной энергией и предложить ее вам. Приняв такую соль, вы рискуете навлечь на себя серьезные проблемы. Но даже если человек не имеет злого умысла, его энергетика может быть несовместима с вашей. Принимая его соль, вы создаете энергетическую связь, которая может негативно повлиять на вашу жизнь. Это может проявиться в виде необъяснимых проблем, конфликтов или финансовых трудностей. Чтобы защитить себя, старайтесь всегда использовать свою соль. Если вы находитесь в гостях, вежливо откажитесь от предложения передать вам соль в руки. Вместо этого попросите поставить солонку на стол, чтобы вы могли взять соль самостоятельно. Если вам все же пришлось принять соль от другого человека, постарайтесь как можно скорее от нее избавиться. Не используйте ее в пищу и не храните дома. Лучше всего рассыпать эту соль на перекрестке или в проточной воде, символически отпуская все негативные энергии. Помните, что соль – это не просто приправа. Это мощный энергетический проводник. Используйте эту силу себе во благо, но будьте осторожны с чужой солью. Выбирая соль для дома, отдавайте предпочтение натуральным видам соли, например, морской или гималайской. Такая соль не только полезнее для здоровья, но и обладает более чистой энергетикой. Регулярно проводите энергетическую чистку соли в вашем доме. Для этого можно оставить соль на солнце или при лунном свете на несколько часов. Это поможет очистить ее от накопленной негативной энергии и зарядить позитивными вибрациями. Используя соль осознанно, вы можете значительно улучшить энергетику своего дома и защитить себя от негативных влияний. Помните, что даже такой обыденный предмет, как соль, может иметь огромное влияние на вашу жизнь и благополучие. Третий предмет, о котором мы поговорим, это матрас. Казалось бы, что может быть безобиднее старого матраса? Многие люди без колебаний принимают в дар или покупают подержанные матрасы, не задумываясь о возможных последствиях. Однако с точки зрения энергетики, матрас – это один из самых опасных предметов, которые можно принять от другого человека. Подумайте, сколько времени мы проводим на матрасе. В среднем человек спит около 8 часов в сутки. Это означает,
что треть нашей жизни мы проводим в непосредственном контакте с матрасом. За это время матрас впитывает огромное количество нашей энергии. Во время сна наше энергетическое поле наиболее уязвимо. Мы расслабляемся, наша защита ослабевает, и мы становимся более восприимчивыми к внешним энергетическим воздействиям. Именно поэтому так важно, чтобы место нашего сна было энергетически чистым и безопасным. Старый матрас хранит в себе энергетический отпечаток своего прежнего владельца. Это не только физические следы использования, но и вся гамма эмоций, переживаний, мыслей, которые человек испытывал во время сна. Представьте, что предыдущий владелец матраса страдал от депрессии, хронических болезней или финансовых проблем. Вся эта негативная энергия впиталась в матрас, и теперь вы рискуете принять ее на себя. Кроме того, матрас хранит в себе сексуальную энергию прежних владельцев. Если на этом матрасе происходили интимные отношения, вся эта энергия осталась в нем. Принимая такой матрас, вы рискуете внести дисгармонию в свою личную жизнь. Это может проявиться в виде проблем в отношениях, сексуальных расстройств или даже бесплодия. Еще один аспект, о котором стоит задуматься, это энергия снов. Во время сна наше подсознание активно работает, перерабатывая информацию и формируя наши будущие решения и поступки. Матрас впитывает энергию этих снов. Если предыдущий владелец часто видел кошмары или тревожные сны, эта негативная энергия может перейти к вам, вызывая беспокойный сон и ночные кошмары. Особенно опасно принимать матрас от человека, который недавно умер. В таком матрасе может сохраниться энергетический отпечаток смерти, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже к несчастным случаям. Некоторые люди могут возразить, что после химчистки матрас становится безопасным. Однако это заблуждение. Химическая чистка может удалить физические загрязнения, но она не способна очистить матрас энергетически. Энергетический след остается в матрасе на гораздо более глубоком уровне. Если вам все же приходится использовать чужой матрас, например, в гостинице или в гостях, постарайтесь минимизировать контакт с ним. Используйте свое постельное белье, а еще лучше – возите с собой специальный защитный коврик для сна. Перед сном проведите небольшой ритуал очищения пространства, используя молитву, медитацию или ароматические травы. Лучшее решение – это всегда покупать новый матрас. Да, это может быть дороже, но ваше здоровье, благополучие и энергетическая безопасность стоят этих вложений. Выбирая новый матрас, обратите внимание на натуральные материалы. Они не только полезнее для здоровья, но и лучше взаимодействуют с вашей энергетикой. Помните, что матрас – это не просто предмет мебели. Это ваше личное пространство, место, где вы восстанавливаетесь и набираетесь сил. Относитесь к выбору матраса с таким же вниманием, как к выбору пищи или одежды. Ведь качество вашего сна напрямую влияет на качество вашей жизни. Четвертый предмет, о котором мы поговорим, это кошелек или бумажник. На первый взгляд может показаться странным, что такой обыденный предмет может нести в себе энергетическую опасность. Однако с точки зрения энергетики, кошелек – это один из самых важных личных предметов, напрямую связанных с нашим финансовым благополучием. Кошелек – это не просто место для хранения денег. Это символ нашего отношения к финансам, наших убеждений о деньгах и нашей способности привлекать благосостояние. Когда мы используем кошелек, мы наполняем его не только деньгами, но и своей энергией, своими мыслями и эмоциями, связанными с финансами. Теперь представьте, что вы принимаете кошелек от другого человека. Вместе с этим предметом вы получаете все его финансовые проблемы, страхи и ограничивающие убеждения о деньгах. Если предыдущий владелец кошелька постоянно испытывал финансовые трудности, боялся бедности или имел негативное отношение к богатству, вся эта энергия осталась в кошельке. Используя такой кошелек, вы рискуете перенять эти проблемы. Кроме того,
Кошелек хранит в себе энергетический след всех финансовых транзакций, которые через него прошли. Если предыдущий владелец часто использовал кошелек для незаконных или неэтичных финансовых операций, эта негативная карма может перейти к вам. Это может проявиться в виде неожиданных финансовых потерь, проблем с законом или конфликтов, связанных с деньгами. Особенно опасно принимать в дар дорогие брендовые кошельки. Многие люди покупают такие вещи не потому, что могут себе это позволить, а из желания произвести впечатление на окружающих. Часто за такими покупками стоят кредиты и долги. Принимая такой кошелек, вы рискуете унаследовать эти долги на энергетическом уровне. Некоторые люди могут возразить, что после того, как кошелек помыть или почистить, он становится безопасным. Однако это не так. Физическая чистка не способна удалить энергетический след. Энергия денег и финансовых отношений проникает гораздо глубже, чем может достать любое чистящее средство. Если вам все же приходится использовать чужой кошелек, например, вы нашли его на улице и хотите вернуть владельцу, будьте осторожны. Старайтесь минимально контактировать с ним и как можно скорее избавиться от него. После контакта с чужим кошельком проведите ритуал очищения. Помойте руки соленой водой или подержите их над пламенем свечи. Лучшее решение – всегда использовать свой собственный, новый кошелек. Выбирайте кошелек осознанно, обращая внимание не только на его внешний вид, но и на энергетику. Предпочтительнее выбирать кошельки из натуральных материалов, кожи, ткани. Они лучше взаимодействуют с энергией денег. Когда вы покупаете новый кошелек, проведите ритуал его активации. Это может быть медитация, в которой вы визуализируете, как кошелек наполняется деньгами, или специальная молитва на привлечение богатства. Положите в новый кошелек купюру или монету, которую вы специально зарядили на привлечение благосостояния. Регулярно проводите энергетическую чистку своего кошелька. Для этого можно использовать лунный свет, оставляя кошелек на подоконнике в полнолуние, или окуривать его травами, такими как шалфей или полынь. Это поможет очистить кошелек от накопившейся негативной энергии и зарядить его на привлечение богатства. Помните, что ваш кошелек – это не просто аксессуар. Это важный инструмент для привлечения финансового благополучия в вашу жизнь. Относитесь к нему с уважением и осознанностью, и он станет настоящим магнитом для денег и процветания. Пятый и последний предмет в нашем списке – это замок. Казалось бы, что может быть безобиднее обычного замка. Однако с точки зрения энергетики, замок – это очень мощный символический предмет, который может оказать серьезное влияние на нашу жизнь. Замок – это символ безопасности, защиты, но также и ограничения. В различных магических и эзотерических практиках замки часто используются для ритуалов, связанных с закрытием или открытием определенных аспектов жизни. Принимая чужой замок, вы рискуете принять на себя те ограничения и блокировки, которые были заложены в него предыдущим владельцем. Представьте, что кто-то использовал замок в ритуале на закрытие удачи или финансового потока. Передавая вам этот замок, человек, возможно, сам того не осознавая, передает вам и эту негативную программу. Используя такой замок, вы рискуете заблокировать свои возможности и удачу. Особенно опасно принимать в дар старые замки, ключи от которых утеряны. Такой замок символизирует нерешенные проблемы, секреты и тайны. Принимая его, вы рискуете внести в свою жизнь путаницу и неразрешимые ситуации. В некоторых магических традициях существуют ритуалы привязки, использующие замки. Злоумышленник может намеренно передать вам замок, чтобы установить с вами нежелательную энергетическую связь. Это может проявиться в виде навязчивых мыслей о человеке, немотивированных поступков или даже в форме энергетического вампиризма. Даже если человек, дарящий вам замок, не имеет злого умысла, его энергетика может быть несовместима с вашей. Замок, который он использовал, мог впитать его страхи,
тревоги и ограничивающие убеждения. Принимая такой замок, вы рискуете перенять эти негативные аспекты. Некоторые люди могут подумать, что после физической чистки замок становится безопасным. Однако это заблуждение. Механическая очистка не способна удалить энергетический след, оставленный на замке. Энергия проникает гораздо глубже, чем может достать любое чистящее средство. Если вам все же приходится использовать чужой замок, например, вы въехали в квартиру с уже установленными замками, постарайтесь как можно скорее заменить их. До момента замены проведите ритуал очищения замков. Это можно сделать с помощью святой воды, окуривания травами или специальных молитв. Лучшее решение – всегда использовать новые замки, которые вы приобрели самостоятельно. Выбирая замок, обращайте внимание не только на его технические характеристики, но и на свои ощущения. Замок должен вызывать у вас чувство защищенности и комфорта. Когда вы устанавливаете новый замок, проведите ритуал его активации. Это может быть простая медитация, в которой вы визуализируете, как замок создает вокруг вашего дома защитное поле, или специальная молитва на защиту жилища. Регулярно проводите энергетическую чистку своих замков. Для этого можно использовать соль, святую воду или специальные защитные масла. Это поможет очистить замки от накопившейся негативной энергии и усилить их защитные свойства. Помните, что замок – это не просто механическое устройство. Это важный символ защиты вашего личного пространства. Относитесь к выбору и использованию замков с осознанностью, и они станут настоящими стражами вашего благополучия и безопасности. Теперь, когда мы рассмотрели все 5 предметов, давайте подведем итоги и поговорим о том, как мы можем использовать эти знания в повседневной жизни. Прежде всего, важно понимать, что энергия – это реальность, которая окружает нас повсюду. Каждый предмет, каждый человек излучает определенные вибрации, которые могут влиять на нашу жизнь как положительно, так и отрицательно. Осознание этого факта – первый шаг к тому, чтобы научиться управлять энергиями в своей жизни. Зеркало, соль, матрасы, кошельки и замки – это лишь несколько примеров предметов, которые могут нести в себе сильный энергетический заряд. Но принцип, который мы обсудили, применим ко всем вещам в нашей жизни. Каждый раз, когда вы принимаете что-то от другого человека, задумайтесь о том, какую энергию может нести этот предмет. Это не значит, что нужно полностью отказаться от подарков или обмена вещами. Но важно подходить к этому процессу осознанно. Прежде чем принять что-то, спросите себя, нужна ли мне эта вещь? Какие чувства она у меня вызывает? Какова история этого предмета? Доверяйте своей интуиции. Если вещь вызывает у вас дискомфорт или негативные эмоции, лучше вежливо отказаться от нее. Помните, что ваше личное пространство – это ваша крепость. Вы имеете полное право решать, что впускать в свою жизнь, а что нет. Не бойтесь отказываться от вещей, которые вам не нужны или вызывают у вас сомнения. Лучше потратить немного больше и купить новую вещь, чем рисковать своим благополучием, принимая энергетически загрязненный предмет. Если вы все же приняли какую-то вещь и чувствуете, что она несет негативную энергию, не паникуйте. Существует множество способов очистить предметы энергетически. Это может быть окуривание травами, использование соли или святой воды, медитации и молитвы. Выберите метод, который резонирует с вашими убеждениями, и практикуйте его регулярно. Важно также помнить, что мы сами являемся источниками энергии. Наши мысли, эмоции и действия постоянно влияют на окружающее пространство и предметы вокруг нас. Поэтому так важно культивировать позитивное мышление, практиковать благодарность и осознанность. Чем чище и позитивнее ваша собственная энергия, тем меньше шансов, что негативные внешние влияния смогут нарушить вашу гармонию. Регулярно проводите энергетическую чистку своего дома и личных вещей.
Это может быть уборка с использованием соли или эфирных масел, проветривание помещений, расстановка энергетических защитных предметов, таких как кристаллы или растения. Создайте ритуал, который поможет вам поддерживать чистоту и гармонию в вашем пространстве. Обратите внимание на свои повседневные привычки. Как вы относитесь к своим вещам? Содержите ли вы их в чистоте и порядке? Каждый предмет в вашем доме должен приносить вам радость и пользу. Если какая-то вещь вызывает у вас негативные эмоции или просто захламляет пространство, смело избавляйтесь от нее. Помните, что расчищая физическое пространство, вы также освобождаете пространство для новых возможностей в вашей жизни. Будьте внимательны к своему окружению. Люди, с которыми мы общаемся, также влияют на нашу энергетику. Старайтесь окружать себя позитивными, вдохновляющими людьми. Если кто-то постоянно приносит в вашу жизнь негатив или драму, возможно, стоит ограничить общение с таким человеком. Практикуйте благодарность. Каждый день находите время, чтобы поблагодарить за то, что у вас есть. Это может быть крыша над головой, еда на столе, любящая семья или просто возможность дышать и жить. Благодарность – это мощный инструмент для привлечения позитивной энергии в вашу жизнь. Развивайте свою интуицию. Ваше внутреннее чутье – это лучший навигатор в мире энергий. Учитесь прислушиваться к своим ощущениям. Если какая-то ситуация или предмет вызывают у вас дискомфорт, не игнорируйте это чувство. Возможно, ваша интуиция пытается предупредить вас о потенциальной опасности. Помните о силе намерения. Когда вы приобретаете новую вещь, особенно если это один из тех предметов, о которых мы говорили, зеркало, кошелек, замок и так далее, установите четкое намерение. Например, покупая новый кошелек, вы можете мысленно или вслух сказать: «Этот кошелек будет привлекать в мою жизнь изобилие и финансовое благополучие». Таким образом, вы программируете предмет на работу в ваших интересах. Изучайте различные духовные практики и техники энергетической защиты. Это может быть медитация, молитва, работа с кристаллами, рейки или любая другая практика, которая резонирует с вами. Регулярное выполнение этих практик поможет вам усилить свое энергетическое поле и стать менее восприимчивым к негативным внешним влияниям. Обратите внимание на свое питание и образ жизни. То, что мы едим, как двигаемся, сколько спим, все это влияет на нашу энергетику. Старайтесь питаться здоровой, натуральной пищей, регулярно заниматься физическими упражнениями и обеспечивать себе достаточный отдых. Здоровое тело – это прочная основа для сильного энергетического поля. Будьте осторожны с информацией, которую вы потребляете. Новости, социальные сети, фильмы и книги – все это влияет на наше энергетическое состояние. Старайтесь ограничить потребление негативной информации и окружайте себя позитивным, вдохновляющим контентом. Практикуйте прощение. Обиды, злость, чувство вины – все это тяжелые энергии, которые блокируют поток позитивной энергии в нашу жизнь. Учитесь отпускать негативные эмоции и прощать, как других, так и себя. Это не значит, что вы должны позволять людям причинять вам вред, но держать в себе негативные чувства – это все равно, что пить яд и надеяться, что он навредит другому человеку. Создайте свой личный ритуал очищения. Это может быть что-то простое, например, принятие душа с визуализацией того, как вода смывает все негативные энергии, или более сложная практика с использованием свечей, кристаллов и аффирмаций. Главное, чтобы этот ритуал резонировал с вами и вы могли выполнять его регулярно. Помните о цикличности природы. Как Луна проходит через фазы, так и наша энергия может колебаться. Бывают периоды подъема и спада. Не корите себя, если чувствуете упадок сил или настроения. Вместо этого используйте эти периоды для интроспекции и восстановления. Будьте внимательны к знакам. Вселенная часто посылает нам подсказки через различные символы и совпадения.
Если вы постоянно сталкиваетесь с определенными числами, животными или ситуациями, это может быть посланием для вас. Изучайте значение этих символов и старайтесь понять, что они хотят вам сказать. Практикуйте осознанность в повседневной жизни. Старайтесь быть полностью присутствующим в каждом моменте, будь то прием пищи, разговор с другом или выполнение рабочих задач. Осознанность помогает нам лучше чувствовать энергии вокруг нас и более эффективно управлять своим собственным энергетическим состоянием. Не забывайте о важности баланса. В жизни всегда есть место и свету, и тени. Не стремитесь полностью избавиться от всего негативного. Это невозможно и даже вредно. Вместо этого учитесь находить баланс и извлекать уроки из сложных ситуаций. Развивайте свою духовность. Независимо от того, какой религии или философии вы придерживаетесь, духовная практика может значительно усилить ваше энергетическое поле и помочь вам лучше понимать тонкие энергии вокруг вас. Помните, что вы – творец своей реальности. Ваши мысли, убеждения и действия формируют вашу жизнь. Если вы хотите привлечь в свою жизнь больше позитивной энергии, начните с изменения своего мышления. Культивируйте позитивные мысли, верьте в свои силы и в то, что вы достойны всего самого лучшего. Будьте щедрыми. Делитесь своей позитивной энергией с другими. Помогайте людям, дарите комплименты, улыбайтесь незнакомцам. Чем больше позитивной энергии вы отдаете, тем больше ее возвращается к вам. Практикуйте терпение. Энергетические изменения не происходят мгновенно. Если вы начали практиковать энергетическую гигиену и пока не видите результатов, не отчаивайтесь. Продолжайте свою практику с верой и терпением, и результаты обязательно придут. Будьте открыты новому опыту. Иногда Вселенная посылает нам уроки через неожиданные ситуации или людей. Будьте открыты этим урокам, даже если они приходят в форме, которую вы изначально не ожидали. Не бойтесь просить о помощи. Если вы чувствуете, что не можете справиться с негативной энергией самостоятельно, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалисту, психологу, энергетическому целителю или духовному наставнику. Помните о силе коллективной энергии. Окружайте себя людьми, которые разделяют ваши ценности и стремления. Вместе вы можете создать мощное энергетическое поле, которое будет поддерживать и усиливать каждого из вас. Будьте внимательны к своему дому. Ваш дом – это ваше энергетическое убежище. Создайте в нем атмосферу, которая будет питать и поддерживать вас. Используйте цвета, запахи, растения и предметы, которые вызывают у вас позитивные эмоции. Практикуйте энергетическую защиту перед выходом из дома. Это может быть простая визуализация защитного кокона вокруг вас или более сложный ритуал с использованием защитных амулетов. Главное – делать это регулярно и с верой в эффективность практики. Учитесь отпускать. Часто мы держимся за вещи, отношения или ситуации, которые уже не служат нашему высшему благу. Учитесь распознавать, когда пришло время что-то отпустить, и делайте это с благодарностью за полученный опыт. Практикуйте самопознание. Чем лучше вы понимаете себя, свои мотивы и реакции, тем легче вам будет управлять своей энергией и противостоять негативным внешним влияниям. Помните о силе слова. Ваши слова имеют энергетическую силу. Старайтесь говорить позитивно о себе и о других. Избегайте сплетен и негативных разговоров, так как они могут загрязнять ваше энергетическое поле. Будьте благодарны своему телу. Ваше физическое тело – это проводник энергии. Относитесь к нему с любовью и уважением, независимо от его формы или размера. Здоровое отношение к своему телу создает позитивное энергетическое поле вокруг вас. Практикуйте энергетическое очищение после контакта с большим количеством людей. Если вы были в толпе или вместе с напряженной энергетикой, проведите простой ритуал очищения, когда вернетесь домой. Это может быть душ с визуализацией или простое обтирание рук и лица соленой водой.
Учитесь различать свои эмоции и эмоции других людей. Часто мы можем неосознанно впитывать чужие эмоциональные состояния. Научитесь распознавать, какие чувства действительно ваши, а какие пришли извне. Это поможет вам лучше управлять своей энергией. Создайте свой собственный энергетический ритуал на каждый день. Это может быть утренняя медитация, вечерняя благодарность или любая другая практика, которая помогает вам настроиться на позитивную волну. Помните, что энергия следует за вниманием. Куда вы направляете свое внимание, туда течет ваша энергия. Старайтесь фокусироваться на том, что вы хотите привлечь в свою жизнь, а не на том, чего вы боитесь или что вас раздражает. Практикуйте энергетическое заземление. Это особенно важно, если вы чувствительны к энергиям или много работаете с людьми. Простая практика – представить, как из ваших ступней растут корни, уходящие глубоко в землю. Это поможет вам оставаться стабильным и центрированным. Будьте внимательны к своим снам. Сны могут быть источником важных посланий и инсайтов. Ведите дневник снов и старайтесь понять, что они хотят вам сказать. Практикуйте энергетическое очищение своего рабочего места. Особенно если вы работаете в офисе или другом месте с большим количеством людей. Используйте спреи с эфирными маслами, кристаллы или просто визуализацию для создания позитивного энергетического поля вокруг вашего рабочего пространства. Помните о силе музыки. Музыка может значительно влиять на наше энергетическое состояние. Создайте плейлист с музыкой, которая поднимает вам настроение и заряжает энергией. Практикуйте энергетическое очищение после конфликтных ситуаций. Если вы попали в конфликт или неприятную ситуацию, не позволяйте этой негативной энергии оставаться с вами. Проведите простой ритуал очищения, например, примите душ с визуализацией того, как вода смывает весь негатив. Будьте внимательны к своим желаниям. Не все, чего мы хотим, действительно служат нашему высшему благу. Прежде чем направлять энергию на достижение какой-то цели, спросите себя, действительно ли это то, что вам нужно. Практикуйте энергетическое очищение предметов, которые вы покупаете. Даже если вещь новая, она могла впитать энергию магазина или людей, которые ее касались. Простое очищение солью или окуривание травами поможет сделать вещь действительно вашей. Помните о важности отдыха. Иногда лучшее, что мы можем сделать для своей энергетики, это просто отдохнуть. Не стесняйтесь брать паузы, когда чувствуете, что ваша энергия истощена. Практикуйте энергетическое очищение своего телефона и компьютера. Эти устройства часто становятся проводниками большого количества информации и энергии. Регулярно очищайте их, например, протирая экран специальным спреем с эфирными маслами. Будьте внимательны к своим мыслям перед сном. То, о чем мы думаем перед сном, часто определяет качество нашего отдыха и энергетическое состояние на следующий день. Старайтесь засыпать с позитивными мыслями и намерениями. Практикуйте энергетическое очищение своих украшений. Украшения, особенно те, которые мы носим постоянно, могут накапливать большое количество энергии. Регулярно очищайте их, например, оставляя на ночь в соли или под лунным светом. Помните о силе природы. Регулярное общение с природой – один из самых эффективных способов восстановить свою энергию и очиститься от негатива. Старайтесь чаще бывать на природе, обнимайте деревья, ходите босиком по земле. В заключение, важно помнить, что управление энергией – это не разовое действие, а постоянная практика. Каждый день мы сталкиваемся с различными энергиями, и наша задача – научиться гармонично взаимодействовать с ними. 5 предметов, о которых мы говорили – зеркало, соль, матрасы, кошельки и замки – это лишь верхушка айсберга. Они служат примером того, как обыденные вещи могут нести в себе мощный энергетический заряд. Будьте внимательны к тому, что вы впускаете в свою жизнь. Каждый предмет,
Каждый человек, каждая ситуация несет в себе определенную энергию. Учитесь различать, что служит вашему высшему благу, а что может навредить. Доверяйте своей интуиции и не бойтесь отказываться от того, что вызывает у вас дискомфорт или сомнения. Помните, что вы – творец своей реальности. Ваши мысли, эмоции и действия формируют энергетическое поле вокруг вас. Культивируйте позитивное мышление, практикуйте благодарность, заботьтесь о своем физическом и духовном здоровье. Создавайте вокруг себя пространство, наполненное любовью, радостью и гармонией. Не забывайте о важности баланса. Жизнь не может быть только позитивной, в ней всегда есть место и свету, и тени. Научитесь извлекать уроки из сложных ситуаций и использовать их для своего роста и развития. Практикуйте осознанность во всем, что вы делаете. Будь то выбор новой вещи, общение с людьми или принятие важного решения, подходите к этому с полным осознанием и пониманием возможных последствий. И, наконец, помните, что энергетическая гигиена – это путь, а не пункт назначения. Будьте терпеливы к себе, празднуйте свои маленькие победы и не расстраивайтесь из-за временных неудач. С каждым днем, с каждой практикой вы становитесь все более осознанными и гармоничными. Пусть ваша жизнь будет наполнена светом, любовью и позитивной энергией. Берегите себя и своих близких, создавайте вокруг себя пространство добра и гармонии. И помните, что самая мощная защита от негативных энергий – это ваша собственная чистая и светлая душа.